Ребят, я просто не смогла пройти мимо одной темы. Хочу немножко сказать про книгу Марьям. В обеих книгах Марьям, конечно же, высказаны только предположения о жизни и причинах смерти Фредди Меркьюри. Но есть, конечно, вещи невероятные, в которые, казалось бы, невозможно поверить. Но так ли она далека от истины? Давайте мы вспомним все информационные войны, которые у нас ведутся в политике, в шоу-бизнесе, в спорте, массовая пропаганда, управление сознанием. На эту тему книги писались. Давайте вспомним, чему учат в университетах на курсах по пиар, по журналистике, по конфликтологии. Книга Марьям меня очень сильно зацепила. В первую очередь, потому что она описала то, что она описала, я через все прошла лично. То есть в своей жизни. Можно, конечно, было бы не усомниться во вменяемости автора, если бы вот даже сейчас мы не сталкивались с тем, что происходит постоянно подмена слов, понятий, фальсификация многих фактов. Постоянно вот я продолжаю сталкиваться с тем, что в переписке человек, например, удаляет мое сообщение, делает скриншот, выставляет меня у себя в блоге сумасшедший. Или приписывают мне, другим людям слова, которые мы не говорили. Поэтому я стараюсь всегда делать все фотографии, скриншоты, переписки в интернете. На все важные переговоры я всегда беру с собой камеру, диктофон. И в наше время это просто необходимо, чтобы защитить себя. И мне очень жалко, что у Фредди Меркьюри не было человека, который бы фиксировал каждое его слово в интервью. Я могу сказать, что я 7 лет проработала в журналистике, 15 лет в пиар и 20 лет я была в профессиональном спорте. Я также знакома со многими менеджерами, артистами от шоу-бизнеса, работниками сферы кино, телевидения. В свое время я столкнулась лично с тем, что после отказа в сексуальной связи с влиятельным человеком, это было в 2001 году, меня стали просто травить, выкидывать из отрасли. Мне угрожали убийством, писали небылицы в интернете. И это все шло очень агрессивным массовым вбросом. Никакие мои вообще слова, контраргументы в ответ не воспринимались. Были также созданы поддельные аккаунты в соцсетях, за которыми стояли несколько человек. Но эти аккаунты, эти люди, они, естественно, не существовали никогда в реальности. Вот эти вот аккаунты, они занимались распространением негативной информации в интернете, на профессиональных сайтах. Были люди, которые под видом друзей, желающих мне добра, выясняли информацию о том, что я буду делать, вообще, что у меня происходит. Были люди, которые связывались с моими учениками, тренерами и говорили им про меня гадости. Потом якобы от их имени публиковали слова, которые вот эти люди, естественно, не говорили. Дальше придумались небылицы, невообразимые вещи, которые не соответствовали действительности. Описать все это очень сложно, потому что много всего было. И эта травля была 20 лет, то есть все время, что я находилась в федерации, в этой сфере деятельности. В 2014 году мне по секрету член президиума федерации сообщил, что мне не дадут в России делать карьеру, несмотря на какие-то мои профессиональные уже тренерские достижения, потому что за мной, как говорится, тянется шлейф той истории. И этим людям плевать, что вот я сижу перед ними живьем, лицом к лицу. Они продолжают верить сплетням в интернете, чужим словам. Причем про меня писали люди, да, и говорили те, которые меня не знал лично. Да, я на этом акцентируюсь. Или люди видели меня мельком пару раз. То есть и в результате я была просто вынуждена сменить спортивное гражданство. Дальше... Я скажу так, что именно поэтому книга Марьям Ахундовой про Фредди Меркьюри меня очень сильно зацепила. Просто до слез, потому что в ней все то же самое, что и в моей собственной жизни. Это и учеба вдали от родителей, и родительская нелюбовь, и борьба за порядочность, чистоту в выбранной сфере деятельности. Это многолетняя массированная травля при жизни, провокации, распространение негатива. Это одиночество, невозможность построить семейные отношения, а также гениальность, огромнейшее трудолюбие, целеустремленность и верность принципам. Конечно, каждый сам должен принять решение, но нельзя отрицать, что эта книга поднимает очень важные вопросы и заставляет задуматься,
И негативное отношение некоторых фанатов, в кавычках, Фредди, оно заставляет задуматься о том, что, может быть, кому-то это неудобно и не нравится, правда. Вопрос, кому? А я опять-таки задаю вопрос, почему вновь и вновь в социальных сетях создаются профили, в которых обсуждается не творчество Фредди, а его сексуальная ориентация. Профили, в которых все видео, фото посвящены якобы любовникам и Хаттону. Профили, в которых немедленно удаляются все комментарии на любом языке на тему того, что это неправда. Хорошие слова про музыку. Никто не хочет задать, почему, с чем это связана такая агрессия, кому это выгодно. И почему у нас музыку Фредди начали приписывать другим артистам. Именно поэтому я хочу сделать перевод книги, и я его делаю уже, и донести до некоторых людей. Я буду делать рассылку, естественно, переводов книги, и выходить на людей из шоу-бизнеса. Вот. И если это кому-то не нравится, то я считаю, это их проблема.